Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Гости моего канала. В данном видеоуроке будем делать сумочку на канве, оплетать канву вот такой вот пряжей. Покупала на маркетплейсах, артикул оставлю в описании. В комплекте идет сразу два моточка, где в одном моточке 50 грамм и 40 метров. Это стопроцентный полиэстер. Так, нам понадобится еще канва. Можно купить, конечно, целый набор, но я сейчас посмотрела, что в наличии его нет. Я же покупаю такие большие листы, и с них вырезаю необходимую мне форму. То есть здесь клеточка 4 миллиметра. Вырезала две маленькие боковинки, которые 9 на 24 клеточки. Вот эти две вот такие боковинки вырезаются, да. И вот такое длинное полотно, размер 31 клеточка на 67 клеточек у меня. Итак, нам понадобятся еще маркеры и иголочка. Иголочка, в принципе, шла в комплекте к вот этой пряже. И часто при покупке канвы тоже иголочки идут в подарок. Поэтому вы лучше сначала что-то из этого купите, а потом уже, если не будет иголочки, ищите иголочку. Здесь, так как у нас отверстие большое, иголочка может быть не только маленькая. Вот обычно я, когда оплетаю маленькую канву, там где 2-3 миллиметра, использую вот такую. Она такая гибкая, маленькая иголочка. Здесь же можно любой иголкой, можно вот такой большой пластиковой, можно железной иголочкой с тупым концом. В принципе, размер ячейки большой, поэтому любая иголка сюда пригодится. Итак, остальная вся фурнитура, ручки, там полукольца, ремешки, это все в конце видео вам покажу, потому что я еще толком не определилась, какая у меня будет ручка. И там уже, когда сделаю ручку или куплю, я тогда уже буду делать и длинный ремешок. Поэтому пока только вот это, остальное все в конце видео. Итак, смотрите, мы берем нашу канву и считаем наши ячейки. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В каждую седьмую клеточку, ну, то есть, чтобы разделить, вот, потом, опять же, вот это считаем первой клеточкой, там, где у нас марки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь в конце остается, начиная с той, там где маркер, 7 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь отрезаем нашу нить. Лучше всего, конечно, делайте длинные отрезы, ну, то есть, в принципе, 300 и более сантиметров. Так, заправили нить, будем оплетать двойной ниточкой. Находим хвостик, вот так вот немного хвостик оставляем. Заходим в верхнюю клеточку. И будем двигаться вниз, делать вот такие полосы по 7 клеточек. То есть вот где маркером мы обозначили, сюда мы вставляем иголочку. Иголочка выходит сразу в следующую клеточку. Просто плетем вот такие полосы. Ниточку, которую, вот, смотрите, хвостик, мы его вплетаем, который мы оставляли. И вот маркером у нас указана полоса, и по этой полосе, по 7 клеточек, мы делаем такие длинные полосы. Одна, потом следующая, третья, четвертая, пятая.
в двойную ниточку. Так, когда нить закончится, я вам покажу, что делать и как выводить новую нить. То есть мы здесь, как сказать, присоединять нить к нити не будем. Мы просто отдельными отрезами пряжи будем оплетать нашу канву. Клеточка большая, иголка хорошо, легко идет по клеточке, поэтому вот так вот оплетаем эту полосочку. Сейчас у меня закончится нить, я вам покажу, как присоединить другую. Итак, смотрите, когда у меня остается совсем небольшой хвостик, я просто вот так вот сквозь пряжу иду иголочкой. Все, вытянули, спрятали нить и обрезали. Все, теперь мы просто берем новый отрез нити. То есть мы ее не присоединяем, а вот таким вот образом, как в начале мы спрятали хвостик, так и потом мы вправили. Я сейчас уже более длинную нить отрезала, чтобы мне на больше клеточек хватило. Опять же оставляю хвостик и заполняю все точно так же. Так, а когда я заполню вот эту вот полосочку, я вам покажу, как переходить на другую. Не пропускайте клеточки, вы просто по порядку заполняйте их. Конечно, можете попробовать и в одну ниточку, но просто так, мне кажется, ну, более такой насыщенный цвет и такое более красивое заполнение. Вот, хвостики. Опять же вплетаем. Все, и заполняем до конца вот эту полосу. Итак, когда вы заполнили одну полосочку, вот смотрите, у меня остается последняя полоса в этом ряду. Заполнили, да? Следующая полоса у нас опять же состоит из 7 клеточек. Маркеры у меня стоят там, в принципе. Можно и так посчитать. Смотрите, вот эта клеточка у нас первая, которая была задействована и для первой полосы, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Идем в седьмую. Не забываем, что вот это первая, куда входила уже, где была крайняя петля первой полосы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И в обратном направлении вот таким вот образом двигаемся уже вперед. Точно так же, когда у нас заканчивается нить, мы ее обрезаем и заправляем, как я вам показывала. Не пропускаем клеточек. В итоге на большом этом полотне у нас должно быть 5 таких полос. Вот мы сейчас делаем вторую, доходим сюда. Маркер, в принципе, можно снять. Третья полоса. Вот эта клеточка, которая седьмая у второй полосы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Третья полоса, четвертая, пятая. Все, таким образом заполняем клеточки на большом полотне, потом переходим на маленькое. На маленьком я еще покажу. Так, что касается маленьких боковинок, я полностью вот эту всю боковинку заполню одной полосой. Берем снова нашу двойную нить, оставляю небольшой хвостик. И в каждую клеточку просто продеваем нашу нить. Все, боковинки заполню таким образом. Одну и вторую. Сразу на 9 клеточек.
когда вы оплели все ваши детали, вот смотрите, у меня основная деталь, тут вот так вот немножко видны полосы, мы присоединяем боковинки. Так как у нас боковинка 9 на 24 клеточки, то есть можно посчитать 24 плюс 24 плюс 9, 57 клеточек, а длина нашей основной части 67 клеточек. То есть мы по 5 клеточек отступаем с краев и, начиная с 6 клеточки, начинаем соединять детали. Соединять буду также двойной ниточкой. Итак, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. Мы начинаем с 6. Взяла двойную нить, оставляю небольшой хвостик вот так вот внутри и просто соединяю 2 детали. Вот это у меня лицевая часть. То есть я сразу к лицевой части прикладываю и вот так стежками по клеточкам соединяю. Опять же, повторюсь, двойной нитью. Заходим в каждую клеточку, то есть у нас должно остаться с одной стороны 5 клеточек, и вот так вот соединили, и с этой стороны 5 клеточек. Точно так же присоединяем вторую боковинку. Вот эти клеточки, что у нас остаются сверху, я беру в одну ниточку, возьму и весь вот этот край, включая вот этот и вот этот, одной ниточкой оплету. То есть мы просто сейчас как бы пришиваем боковинки, а далее оплетем край в одну нить. И далее вам покажу, что будем делать с ручками. Все, продолжаем оплетать. Итак, когда детали сумки присоединили, я еще вот эту окантовочку не сделала, но я вам сейчас покажу, какие у меня ручки будут. Вот такие 2 ручки. Ручки вы можете, конечно, купить кожаные, а можно связать так, как я. Я ручки вязала из полиэфирного шнура 2 мм карамель бэби. У меня вот такой красивый цвет. И смотрите, как я вязала. Я просто вязала идеальный овал, 3 ряда. То есть провязала 40 воздушных петель плюс 1 петля подъема. И вот так вот вокруг 3 ряда за заднюю полупетлю. Вот здесь видно, что они округлые. И с изнаночной стороны вот посередине так соединила. Да? То есть чтобы оставить вот эти ушки для пришивания. 40 петелек мне вполне достаточно, чтобы у меня получилась вот такая вот ручка. 2 такие ручки у меня. И комби-ремень я тоже сделала таким же образом. То есть я к цепочкам, по 40 сантиметров у меня цепочки, я связала тоже идеальный овал, но только здесь я уже набирала 55 воздушных петель плюс петля подъема. И вот эти вот ушки за полукольцо, смотрите, я их вот так вот пришила, то есть чтобы ручка у меня была тоже плотная, и у меня получился вот такой комплект ручек самодельный. И сейчас просто мы вот эти ручки пришиваем к нашей сумочке вот таким вот образом. Внутри сумочки мы пришьем кнопку, сбоку сюда нам надо присоединить полукольца и оденем комби-ремень, и сумочка наша будет готова. Итак, сумочка у меня готова. Смотрите, в боковинке я полукольца не присоединяла. Просто обычные вот такие разъемные кольца. Про комби-ремень я вам уже рассказывала. И про ручки. Вот так вот пришила связанные ручки, бирочку и кнопку. Все. В принципе, получился такой довольно-таки бюджетный вариант, потому что вот эти вот элементы, комби-ремешок и ручки, они вязаны. Конечно, можно купить и кожаные ручки, но довольно красиво получилось именно сочетание цветов. Вот такой вот, он как бы коричневый, да, и вот этот зеленый. Итак, сумочка, она, в принципе, маленькая, она вообще невесомая, легкая, так как мы не вязали, а просто канву оплетали. И размер ее получился... Смотрите, так, 21 сантиметр. И если длина без ручек 20 сантиметров, вместе с ручками 26 сантиметров.
Так, в принципе, основные моменты вам рассказала. Если будет много комментариев по поводу ручек, если вы новичок и не справитесь с такими ручками, то могу там, если действительно надо, просто сделаю дополнительный видеоурок по таким ручкам. Хотя, в принципе, это просто идеальный овал за заднюю полупетлю, 3 ряда. Вот, если была вам полезна, если вам понравился мастер-класс, от вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем пока-пока.